АвтоВАЗ заныл, сдают лады пачками, склады дилеров забиты почти новыми Вестами. Менеджер рассказал, почему люди сдают лады в трейд-ин. Заводы АвтоВАЗа останавливают. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Сегодня многие автолюбители уверены, что российские автомобили по качеству и уровню оснащения все еще уступают большинству зарубежных марок. В этом плане АвтоВАЗ, по мнению общественности, годами стоит на месте и не способен предложить покупателям современную, достойную по характеристикам и цене машину. И действительно, в доле таких суждений есть правда. Модельный ряд АвтоВАЗа, по сути, лишен современных разработок, за исключением Лады Весты, которую не так давно подвергли заметному обновлению. После рестайлинга Веста получила расширенный перечень опций. Появился полный зимний пакет, включающий даже подогрев форсунок стеклоомывателей. В комплектациях теперь доступны подушки безопасности и системы контроля слепых зон. Вернулась и давно ожидаемая система стабилизации ESP, отсутствующая с 2022 года. В этом году модель обзавелась климат-контролем и системой бесключевого доступа. Шаги небольшие, но в верном направлении. Однако вместе с ростом оснащенности неумолимо растет и цена. Сейчас базовая версия седана стартует от 1 миллиона 626 тысяч рублей, а топовая конфигурация вплотную приблизилась к отметке в 2 миллиона. И вряд ли такой ценник можно назвать доступным. На фоне повышения ключевой ставки до 21%, при том, что автокредиты предлагают уже под 30%, приобретение автомобиля становится по-настоящему накладным. АвтоВАЗ при этом не предлагает широкой аудитории льготных программ, они доступны лишь ограниченному кругу, в том числе военным и их семьям. В такой ситуации спрос закономерно проседает, и эксперты не исключают, что производитель вскоре столкнется с серьезными проблемами на рынке. Кроме того, рестайлинговая Лада Веста, несмотря на доработки, остается неоднозначным продуктом. Обновленная модель по-прежнему не избавлена от технических огрехов, которые вызывают сомнения у многих владельцев. Пользователи жалуются на проблемы с электроникой, ошибки на приборной панели, трудности с запуском двигателя, неисправности стоп-сигналов. Все это не редкость даже у машин с минимальными пробегами. Бывали случаи, когда автомобиль просто терял штатный ключ. Эти проблемы не всегда решаются с первого раза, и нет уверенности, что в обновленных версиях все действительно исправлено. Нередко Весты с минимальным пробегом возвращаются в автосалоны по трейд-ину. Достаточно взглянуть на склады дилеров, где накопилось немало почти новых автомобилей, как дорестайлинговых, так и рестайлинговых. Люди охотно меняют их на китайские аналоги. Сотрудники автосалонов подтверждают, что особенно активно автомобили сдают в обмен на Havail, в частности Jolion и M6, реже F7. Основной причиной этого выбора становится цена. Лада Веста NG в приличной комплектации стоит уже на уровне китайского кроссовера, а кто-то из покупателей предпочитает чуть переплатить и получить кроссовер с более современными технологиями и дизайном. В большинстве случаев люди выбирают не базовые версии, а средние или топовые комплектации китайских моделей. И такая ситуация далеко не исключение. Аналогичную картину можно наблюдать и у других дилеров, предлагающих Chery, Amodu, Geely, Chang'an, Exit и прочие китайские бренды. И если в интернете можно найти немало отзывов и видеороликов о проблемах китайских машин, то точно так же там же масса в видеоматериалах о болячках нашей Лады Весты. Наиболее распространенные нарекания – проблемы с запуском двигателя, связанные с потерей ключа, неисправности педали тормоза, отказ системы старт-стоп, а в некоторых случаях даже разрушение впускного коллектора. Причем такие инциденты происходят не единично. Тем не менее, это не означает, что покупать отечественный автомобиль не стоит. Если Веста NG вам по душе и вы готовы мириться с ее особенностями, то такой выбор вполне оправдан. Есть и владельцы, которые уже преодолели рубеж в 100 тысяч километров без каких-либо серьезных поломок. Однако встречаются и случаи, когда новый вариатор китайского
китайского производства выходил из строя уже после 5000 пробега. Здесь, разумеется, вопросы скорее к поставщикам агрегата, чем к самому АвтоВАЗу. Выбор в итоге зависит от личных приоритетов и отношения к рискам. Одни по-прежнему выбирают проверенную временем отечественную марку, другие пересаживаются на современные китайские кроссоверы, привлекающие своим оснащением, дизайном и уровнем комфорта. А что выбрали бы вы? Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на днях с неожиданной откровенностью признал: иногда предсказания, пусть и редкие, сбываются. По его словам, недавние итоги продаж подтверждают прошлогодние опасения относительно резкого падения авторынка в этом году. Данные Ассоциации европейского бизнеса это подтверждают. В прошлом месяце продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России рухнули на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Председатель ассоциации Алексей Калицев заметил, что за последнее десятилетие столь провальные цифры наблюдались лишь в 2022 году, когда падение составило 59%. Возможно, как представитель европейской организации, он склонен видеть в сложившейся ситуации последствия политических решений. Мол, россияне затаились в ожидании возвращения ушедших брендов. Однако можно усомниться, что причина исключительно в этом. Максим Соколов, хотя и разделяет тревогу коллеги, виной происходящего видит не внешние заговоры, а сугубо внутренние реалии. По его мнению, существует как минимум 3 фактора, которые добивают отечественный авторынок. Во-первых, это высокая ключевая ставка. Во-вторых, ужесточение правил кредитования со стороны Центробанка. И в-третьих, полки до отказа, забитые ввезенными в прошлом году автомобилями иностранных брендов, создающими давление на рынок с помощью откровенного демпинга. Ну и есть еще ряд мелочей, которые сложно игнорировать. Как тут не вспомнить о политике Банка России, которые многим сложно постичь логически, проще в нее просто верить. Ставка борется с инфляцией изо всех сил, а мы в итоге получаем кредиты на автомобили под 50% годовых. Забавно, что в Англии аж в 1545 году максимальная ставка составляла 10%, в Нидерландах с 1640 года 5%, а во Франции с 1601 года не более 6%. Но разве нам есть дело до экономической истории нового времени? Что же до загадочного демпинга, то он как тот суслик. Вроде бы все про него говорят, а увидеть никто толком не может. Зато те самые мелочи, о которых упоминает Соколов, по-настоящему важны. Именно из них складывается вся драматургия текущей катастрофы. На самом деле сложившаяся ситуация – плод коллективного творчества. Хотя представитель Центробанка по-прежнему остается в авангарде народной критики, сложно отрицать вклад других. Например, тех, кто продвигал и в итоге утвердил косвенный налог под названием утилизационный сбор, причем с курсом на его регулярное повышение в будущем. Разве Набиуллина виновата в том, что китайские автопроизводители, ловко воспользовавшись рыночной дезориентацией и попустительством антимонопольных органов, резко подняли цены на свои автомобили, а отечественные бренды, глядя на растущую маржу у друзей, спешно подтянулись? Итогом стали ценники, от которых холодеет душа. Китайский кроссовер за 4 миллиона рублей или утилитарный Lada Largus за 1,5 миллиона, а Lada Aura, собранная на базе Весты, и вовсе оценивается в 2,5 миллиона. При этом доходы россиян, увы, не устремились в гонку за ценами, разве что в статистических выкладках Росстата. На этом фоне напрашивается логический вопрос: а кто же все это устроил? Тут поневоле вспоминается классическое: а кто это сделал? Может быть, именно те, кто рьяно добивался того, чтобы все иностранные автоконцерны непременно локализовали производство в России, сыграли свою роль в обрушении рынка? Разумеется, никто не спорит. Развивать собственное производство необходимо, да и технологий нам своих не хватает, факт. Однако остается неясным, почему отечественные автогиганты, которые должны были стать локомотивом локализации, сами не торопятся осваивать производство ключевых компонентов. Даже автоматическая коробка передач остается для нас экзотикой. Закупаем ее где-то за горизонтом в обход санкций. Походу, они хотят очистить рынок от наглых азиатских гостей и оставить на плаву один единственный АвтоВАЗ.
Ведь без конкуренции и выбора можно продавать что угодно и по любой цене. Главное убедить население, что это и есть тот самый прогресс, за который мы так боролись. А если станет скучно, всегда можно вспомнить, как все начиналось. Напишите в комментариях, как вы считаете, к чему мы придем. Ну и обещанная мною шутка. Моя подруга на 2 недели старше меня, и ей нравится говорить мне, когда я была в твоем возрасте, и описывать, что она делала 2 недели назад. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.